Визуальные новеллы. Что это словосочетание вам говорит? Бесконечное лето, любовь, деньги, рок-н-ролл от тех же самых разработчиков Бесконечного лета, Доки-Доки Literature Club. Да, вы все верно понимаете. Визуальные новеллы из себя представляют хорошо нарисованные пейзажи городов или улиц, которые сопровождаются нарисованными персонажами и, конечно же, контейнером на пол экрана, на котором пишутся слова героев и их мысли. Новеллы можно было сравнить с книгами, но это ошибочное сравнение. Не знаю, как вы, а я, блять, ненавижу читать книги. Всякий раз, когда я читаю книгу без картинок и каких-либо еще иллюстраций, страница за страницей, и упс, все, я уже забыл, что было на прошлой странице. Возможно, для прочтения книг без картинок нужно какое-то неслабое воображение, чтобы представлять образы героев, их характер и так далее. Но, к счастью или к сожалению, воображение у меня так себе. Когда я строю в дом в Майнкрафте, это всегда ебучая коробка. Единственное, до чего я додумаю, это крыша из ступенек, и это мой максимум. Надеюсь, в комментариях меня поддержат, потому что я реально боюсь того, что я такой единственный дебил. Иди нахуй. Короче, визуальные новеллы, на взгляд новичка, могут навесить лишь сомнение, что это не игра вообще. Просто читаешь текста и делаешь определенный выбор, который сможет повлиять на будущие персонажи. А как же там управлять персонажем, стрелякаться, там катсцены. Сразу понятно, что это человек. Нихуя не понимаешь. Ведь в игре, даже в пиксельной, даже с обосранной графикой, важно не то, что ты можешь делать в этой игре, или какая у нее графика. Лично я считаю, что в игре самое, вот прям самое главное, это сюжет и его продуманность. Интересные персонажи, которые могут тебя заинтересовать своим характером, своим перечнем определенных принципов и своими тараканами в голове. Это как смотреть сериал или фильм, а во время его просмотра понять, интересно тебе это или нет. Конкретно под это заточены визуальные новеллы, только они наполовину обрезаны визуалом. Хотя есть новеллы, которые снимают как фильмы, хотя называются они FMV. Full Motion Video. Так что, если вы не проходили новеллы, но вы хотите пройти что-то интересное на фоне таких требовательных игр, то сейчас я вам расскажу об игре, которую я недавно прошел, и которая меня просто поразила своим глубоким смыслом и атмосферой. ПМКМ. Помоги мне купить молоко, или же Milk Inside a Bag of Milk. Это абсолютно самостоятельная работа русскоязычного разработчика Никиты Крюкова. Эта игра участвовала в конкурсе среди визуальных новелл Visual Jam на разработку игры в жанре хоррор и обрела очень большую популярность среди стримеров и других людей в стране восходящего солнца Японии. А среди русскоязычного сообщества и какого-либо еще мало кто ее заметил, да и обзоров было в общем-то немного. Игра была разработана 26 августа 2020 года, то есть ее релиз. Помимо нее, Никита Крюков занимался и другими работами, но в основном писал саундтреки к играм. Та же известная русская новелла Tiny Bunny, которая выходит эпизодами. Иди нахуй. Самое главное, что ПМКМ стала первой самостоятельной работой Никиты Крюкова. Вот, кстати, его фоточка. Спасибо большое за новеллу, она реально имба. А теперь к самой игре. Сама же игра из себя представляет просто пиксельное месиво с выборами и текстом снизу, что и причитается в визуальной новелле. Но эта новелла проходится всего за 20 минут. Лично я прошел ее за 18 и даже смог получить все 3 достижения. Сюжет рассказывает о девушке, которая просто хочет сходить в магазин и купить себе молоко. Простая задача, сюжет тоже простой, но это далеко не так. Первое, что я хочу вам рассказать, если вы такой же мазохист и любитель пощекотать себе нервы, ощущая мурашки по всему телу, ребята, эта игра для вас. Так что бегом покупайте эту игру в Стиме, стоит она всего лишь каких-то 29 рублей, пройдите ее также за 20 минут и только потом смотрите мое видео. Это прям отдельный совет, потому что все, что я сейчас вам буду рассказывать, только испортит впечатление и первые эмоции при первом прохождении. Все, прошли игру. Понравилось? Ну, в общем, отпишите в комментах. Радостно. Всего лишь купить себе молоко. До чего же эта фраза проста для обычных людей, но не для больных на голову психикой. При помощи ломания четвертой стены нас знакомит с этой девочкой, и она прямо намекает нам, что ей нужна помощь в такой легкой задаче. Героиня постоянно делится с нами разными переживаниями, своими мыслями и даже признаниями о том, что у нее тоже есть свои заморочки. Но самое главное то, о чем она не рассказывает.
это то, что она психически нездорова. На это намекают нам образы, которые появляются на экранах. Все это из себя представляет, как нетрудно догадаться, реальную жизнь. Но героиня из-за своих психических расстройств видит все намного иначе. Сама игра проводит тонкую грань между нашей реальной жизнью и то, что происходит в самой игре, хоть и не так открыто, как хотелось бы. Другими словами, Никита Крюков хочет, чтобы игра заставила каждого, кто ее проходит, задуматься о главном смысле этой визуальной новеллы. Как я и сказал, наша героиня психически нездорова. Ее мать заставляет принимать таблетки, которые вроде как должны помогать, а по итогу героиня только страдает и продолжает жить, даже несмотря на такие ужасные и пугающие образы. Это заставляет задуматься о том, что мы не понимаем людей со сломанной психикой и какими-либо еще расстройствами, а произведение пытается нам это показать в такой маленькой, но очень содержательной, грубо говоря, обертке. Что может быть хуже для человека, у которого не все так просто с головой? Он принимает таблетки, чтобы хоть как-то свыкнуться с реальностью и поддерживать какое-либо общение. Но даже это не всегда идеально идет, о чем говорит, что у героини нет друзей, ее повсюду преследуют кромешные образы, за которыми скрываются обычные люди. Еще стоит подметить то, что ваш выбор все-таки решает, какими будут последствия, хоть и их не так уж и много. Но таких адских ощущений по всему телу я давно не испытывал. Вот вы никогда не задумывались о том, что чувствуют люди в дурке. Наверное, вы просто думаете, что они ёбнуты и все. А весь печальный смысл в том, что, возможно, они больше никогда не будут прежними. Никита Крюков, по моему мнению, сделал одну из лучших и, самое главное, коротких визуальных новелл, которая содержала не только страшную атмосферу и идеальный саундтрек, сколько глубокий смысл, который заставляет задуматься о таких незамечаемых в наше время, в нашей жизни вещах. Несмотря на то, что игра проходится всего за 20 минут, Никита Крюков нашел в себе силы и мотивацию, чтобы продолжить этот проект. Поэтому в прошлом году он выпустил прямое продолжение, которое еще больше раскрывает нашу героиню и ее чувства. Про нее я тоже обязательно как-нибудь выпущу видос, если вы залайкаете это видео. А на этом все. Надеюсь, вам игра тоже понравилась или понравится, если вы собираетесь ее проходить. От себя могу сказать только одно. Мы с Никиткой не геи.